Привет, меня зовут Александр Куликов, и в этом видео я вам расскажу об оборудовании, которое я использую для печати черно-белых фотографий и для печати, соответственно, цветного негатива. В первую очередь, конечно же, это фотоувеличитель. В данном случае это LPL 4 на 5 дюймов, который позволяет максимум печатать. Также он выходил под марками Joby и Saunders. Почему именно он? Ну, во-первых, потому что все-таки я снимаю на формат 4 на 5 дюймов на листовую пленку. И, соответственно, мне нужен фотоувеличитель, который позволяет с такого негатива печатать. Итак, что в нем такого классного? Во-первых, он не очень большой. По сравнению с подобными увеличителями 4 на 5, типа Дурстом или Омегой, он прям компактный. Да, вот это, можно сказать, что это типа компактно. Если говорить про какие-то его функции, в данном фотоувеличителе используется галогеновая лампа. Также он диффузный, это важно сказать, то есть вот эта диффузная коробка. На этом фотоувеличителе установлен дихроматический модуль, который нужен для печати цвета, но также используется при печати ЧБ на мультиконтрастной бумаге. То есть с помощью настроек на этом модуле можно менять контраст, который будет на бумаге. Соответственно, при цвете мы меняем цвет. Соответственно, он управляет количеством циана, количеством мадженты и количеством желтого, yellow. Также в нем есть, такая вот здесь вам плохо видно, здесь есть такой рычажок, который позволяет отфильтровать весь поток света и уменьшить его то есть сделать его всего лишь 25% от максимума, что позволяет печатать, когда, то есть, например, если у вас выдержка получается всего лишь 5 секунд, а вам нужно что-то на этой фотографии сделать, то можно не закрывать диафрагму на объективе, а именно закрыть вот этот рычажок, и, соответственно, у вас будет выдержка не 5 секунд, а выдержка будет 20 секунд. За это время можно уже как-то маскировать и что-то делать. Что еще в нем такого классного? По крайней мере, что мне нравится. И что не нравится. Не нравится то, что по умолчанию он идет вот с такой вот вставкой. Сейчас, секундочку. У которой, то есть по сути это вставка общая, такая как бы общего назначения. Чтобы различные форматы использовать с такой вставкой и было это удобно, вам нужны именно уже держатели для пленки. Вот, например, для 35 мм это бесстекольный, 6 на 6 тоже бесстекольный. Также есть 6 на 9 и 4 на 5 дюймов. Такие штуки. Соответственно, они ставятся... Секунду. Соответственно, они ставятся... Мы вставляем сюда негатив. Выбираем эту вставку внутрь фотоувеличителя и зажимаем. Вот. Но это не очень удобно, когда вы хотите как-то скадрировать или, например, наоборот, добавить поля, которых у вас нет. Поэтому я раздобыл. Это очень такая редкая на самом деле штука. А именно вставка с блейдами. То есть по умолчанию он дает такое большое пятно, но с помощью таких вот подвижечек мы можем как угодно маскировать, делать совершенно разные какие-то настройки. Ну, в общем, довольно-таки интересная вещь и очень полезная. Также у меня есть, соответственно, держатель для негативов стекольный, где нижнее стекло обычное, а верхнее это антиньютоновое стекло. В общем-то, в основном я сейчас ими пользуюсь вместе вот с такой вот маскирующей тоже вставкой. Вставка. Так, что еще? Конечно же, для фотоувеличителя требуются объективы, что само собой разумеется. У меня есть объективы на разные форматы, начиная от 50 мм, заканчивая, насколько я помню, это 120 мм, которые я использую для печати 4 на 5 дюймов. Так, сейчас мы его поставим.
Соответственно, можно фокусироваться, есть просто фокусировочное кольцо, есть, соответственно, точная фокусировка. Так, ну, на фотоувеличителе пока что все. На этом, я думаю, стоит про него закончить. Наверное, стоит еще сказать, что у него очень высокая штанга, и она позволяет очень и очень высоко поднимать голову фотоувеличителя и тем самым делать очень большое изображение. Потому что чем выше мы поднимаем эту голову, тем больше изображение будет на фокусировочном таком пространстве. Что еще тут можно добавить про фотоувеличитель? В целом, если учитывать, что в него можно поставить диодную голову, то, что тот же Hailen для него делает, диодную голову и управляющие блоки, то, что здесь довольно тяжелые мощные основания и вообще сама штанга, то, скажем так, он действительно классно сделан, и он небольшой, то есть он у меня стоит, по сути, все-таки дома, потому что если бы это стоял тот же Durst Laborator 1200, то он бы занимал значительно больше места и значительно был такой объемный, и мне кажется, вот перенести даже на стол, как я вот здесь перенес, чтобы вам показать, это было бы, мне кажется, невозможно. Конечно же, для печати вам потребуется кадрирующая рамка. У меня есть такая вот советская для маленьких форматов, которая клеена-переклеена, чтобы были точно углы по 90 градусов. Так, и вот такая вот большая, которая позволяет мне печатать 50 на 60. Не сказать, что самая удобная рамка, но весьма классно. В идеале я, конечно же, хочу купить рамку с 4 блейдами, потому что она позволяет гораздо более гибко управлять, где будет расположено изображение на листе бумаги. Что еще из оборудования? Конечно же, фокускоп для того, чтобы фокусировать изображение на поверхности. Это самый обычный Patterson, маленький, до сих пор везде продается. В целом мне его хватает, но периодически я думаю о том, что надо купить какой-нибудь более интересный с поворачивающимся зеркалом, но это отдельная немножко история. Главное, что для фокусировки я использую обычный Patterson. Также вам понадобится безопасный свет. Это Jobo Maxilux, используется для именно цветной печати, но так как цветная печать, бумага, точнее цветная, довольно-таки чувствительная, даже очень чувствительная, то даже его я не советую включать и оставлять надолго. То есть всегда желательно его включили, посмотрели, выключили. Для каких-то прямо срочных вещей я советую купить вот такой вот маленький фонарик. Он почти не видно, что он светится, потому что сейчас здесь светло. Но это именно фонарик для цветной бумаги, и вот это мой основной инструмент. В основном я работаю в полной темноте и только им немножко подсвечиваю. Соответственно, для черно-белой печати советский красный фонарь. Так, теперь из такого более интересного, скажем так. Для цветной печати я использую цветоанализатор Caroline 7000, это компания Jobo. Он также может быть использован для черно-белой печати, но все-таки он удобнее, лично для меня он удобнее для цвета. Но важно оговориться, что все настройки, которые в нем есть, они сделаны под бумагу, которая уже давным-давно не выпускается, и по сути ее нет, и поэтому так или иначе вам придется перенастраивать цветоанализатор, то есть делать его калибровку. Соответственно, к нему идет такой вот сенсор, который можно поворачивать под углом, когда нужно. А для черно-белой печати я использую такой анализатор от компании RH Design. Это Analyzer Pro. Очень классная штука, наглядно показывающая, в общем-то, какое у вас будет изображение.
Очень недоволен, но опять же, как с цветом, важно его калибровать, потому что без калибровки эта штука дает совершенно неправильные результаты, и как бы она получается довольно-таки бестолковая. К нему идет такой тоже сенсор, а также очень удобно и для цвета, и для ЧБ использовать педаль. То есть это дополнительная такая возможность включать не на кнопку, а именно ногой, или где-то под фотоувеличителем можно ее приклеить, и как бы это очень удобно. Соответственно, она у меня одна на черно-белый и на цветной анализатор, но тем не менее она легко переключается, и все это довольно просто. Что еще вам показать? Для маскирования использую довольно-таки простейшие инструменты. И очень, мне кажется, важная штука – это вот такая как бы мишень, можно сказать. Это, как она правильно называется, стаффер. По сути, это шкала, где каждый шаг – это полстопа. С помощью него я калибровал анализатор для черно-белой печати. Без этого это невозможно, без него. Также с помощью него я частично калибровал анализатор для цветной печати. Конечно же, очень бы хотелось иметь вместо галогеновой лампы диодную, управляющий блок и много чего еще. Например, тот же денситометр – это устройство для измерения плотности прозрачных материалов и на отражение. И тогда можно калибровать вот эти штуки значительно более точно, чем когда мы делаем это на глаз. Но постепенно, потихоньку буду двигаться для того, чтобы сделать свой набор оборудования максимально интересным, максимально удобным и максимально точным. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь, пишите комментарии, о чем вы хотите услышать более подробно. Надеюсь, что вам интересно. Всем пока и хорошего дня.